то прохладное сентябрьское утро ничто не предвещало беды. Тихий океан полностью оправдывал свое название, его поверхность была гладкой, как зеркало. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные розовые тона. Алекс Картер, капитан исследовательского судна «Морской странник», как обычно готовил снаряжение на палубе. Его команда из 5 опытных дайверов методично проверяла оборудование. София Ли, специалист по морской биологии, настраивала подводную камеру. Макс Данкан, бывший военный водолаз, проверял баллоны с воздухом. Рэйчел Миллер, морской эколог, калибровала оборудование для измерения температуры и солености воды. Том Хендерсон, специалист по навигации, изучал карты течений на планшете. Алекс, в 100-й раз проверяя прогноз погоды на своем смартфоне, остался доволен. Условия были идеальными для погружения: слабый ветер, хорошая видимость, спокойное море. Судном управлял старый моряк Джордж МакКалин, опытный капитан, заслуживший прозвище «Морской волк». Рации работали без помех, а системы позиционирования показывали точные координаты. София достала свой потрепанный журнал наблюдений, готовясь записывать данные о морских обитателях. В этих водах часто встречались морские львы, дельфины и величественные горбатые киты. Через 15 минут первая группа дайверов, Алекс и Макс, погрузилась в воду. Температура оказалась немного ниже обычной, но видимость под водой была превосходной. Солнечные лучи, проникающие сквозь толщу воды, создавали причудливую игру света и тени. Исследователи планировали обследовать небольшой коралловый риф, расположенный примерно в миле от берега, который был частью их долгосрочного проекта. София и Том оставались на борту, готовые в любой момент оказать поддержку своим коллегам. София, наблюдая за поверхностью воды в бинокль, заметила необычное волнение примерно в 300 метрах от судна. Сначала она подумала, что это выброс воды из дыхала кита, но что-то показалось ей странным. Она медленно сообщила об этом капитану МакКалину. Судно осторожно направили к месту движения, соблюдая безопасную дистанцию. Рэйчел быстро достала гидрофон для записи подводных звуков. Через несколько минут они увидели огромного горбатого кита. Его поведение было странным. Вместо плавных грациозных движений кит двигался рывками, словно что-то мешало ему. Его дыхание казалось частым и прерывистым. София немедленно связалась с Алексом по подводной рации. Дайверы прервали свою обычную работу и осторожно направились к месту обнаружения кита. Они понимали, что приближаться к потенциально раненому животному такого размера крайне опасно. Тем временем на борту судна Рэйчел готовила спасательное оборудование: специальные ножи для резки веревок, подводные фонари повышенной мощности и страховочные тросы. Том связался с береговой охраной, чтобы сообщить о ситуации и запросить поддержку. Когда дайверы приблизились к киту, их сердца замерли. Перед ними было величественное создание, опутанное сложным переплетением рыболовных сетей, канатов и цепей. Массивный якорь, зацепившийся за сети, медленно тянул животное вниз. Алекс осторожно приблизился к голове кита, стараясь оставаться в его поле зрения. Он знал, что горбатые киты обладают отличным боковым зрением, и важно было, чтобы животное видело его приближение. Макс держался чуть позади, готовый в любой момент прийти на помощь. Когда их взгляды встретились, Алекс почувствовал, как по спине пробежал холодок. В огромных глазах кита читались боль и явная просьба о помощи. Животное слегка повернуло голову, словно пытаясь лучше рассмотреть странное существо перед собой. Алекс медленно поднял руку, показывая киту пустую ладонь. Этот жест, который он использовал при работе с дельфинами, оказался интуитивно понятным и для кита. Тот лишь слегка шевельнул плавниками, поддерживая положение в воде. На помощь прибыли София и Рэйчел с дополнительным оборудованием. Они начали методично фотографировать сети, чтобы лучше понять структуру этой смертельной ловушки. Том, оставшийся на борту, координировал действия команды,
и поддерживал связь с приближающимся судном береговой охраны. Первым делом нужно было определить наиболее опасные участки сетей. Макс занялся якорем, пытаясь понять, как лучше освободить его от сетей, не потревожив кита. Вес якоря составлял около 1,5 тонн. Рэйчел начала разрезать сети вокруг грудных плавников кита. Эта работа требовала особой осторожности, так как веревки глубоко впились в кожу животного. Каждый разрез она делала медленно, стараясь не задеть чувствительную кожу. Вскоре прибыло судно береговой охраны. На его борту находились ветеринар-доктор Эмили Паркс и дополнительные спасатели. Они начали развертывать оборудование для подъема тяжелых предметов. Эмили спустилась под воду, чтобы оценить состояние кита. Она обнаружила глубокие раны, но ни одна из них не угрожала жизни животного. Команда разработала план действий. Сначала освободить голову и дыхало, затем последовательно избавить тело от сетей, оставив работу с якорем напоследок. Алекс взял на себя сложную задачу извлечения веревок из пасти кита. Он медленно приблизился к голове, мягко разговаривая с животным через регулятор. Кит, казалось, понял его намерение. Он приоткрыл пасть, позволяя осмотреть запутавшиеся внутри веревки. Работа по извлечению заняла почти час. Все это время кит оставался удивительно спокойным, лишь изредка слегка шевеля плавниками. Когда большая часть сетей была удалена, команда сделала короткий перерыв для смены баллонов с воздухом. После этого работа продолжилась. София и Рэйчел продолжили резать сети, используя специальные ножи. Макс и спасатели береговой охраны подготовили надувные понтоны, чтобы облегчить подъем якоря. Спустя час якорь был отсоединен. Кит, почувствовав свободу, начал осторожно двигаться. Его первые движения были неуверенными, но постепенно он обрел привычную грациозность. Затем произошло невероятное. Кит приблизился к Алексу и коснулся его своим огромным телом. Этот жест был настолько нежным, что все замерли от восхищения. Кит начал выполнять грациозные движения, словно танцуя в воде. София успела заснять эти моменты на камеру. Вечером команда наблюдала, как кит удаляется в северном направлении. Его движения были уверенными и целенаправленными. На закате морской странник отправился обратно к берегу. Команда провела разбор операции, обсудив каждый этап спасения. Через неделю поступило сообщение, что горбатого кита с характерными шрамами видели в северных водах. Он был здоров и вел себя как обычно. Эта история стала ярким примером того, как профессионализм, терпение и правильный подход могут привести к успешному разрешению даже самой сложной ситуации в океане. Каждый член команды вынес из этого опыта что-то важное для себя, и, хотя прошло уже много времени, все участники той спасательной операции до сих пор с особым трепетом вспоминают взгляд кита, взгляд разумного существа, осознающего происходящее и способного испытывать благодарность к своим спасателям. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.